Компания Citroën представила обновленный компактный кроссовер C5 Aircross. Автомобиль подвергли первому за 5 лет производства рестайлингу. Он коснулся собираемой во Франции версии, которая поставляется в том числе и в Россию. На наш рынок новинку планируют вывести в 2022 году. Построенный на модульной платформе EMP2 кроссовер Citroën C5 Aircross выпускается в Китае с 2017 года, а в родной Европе с 2018 года. С тех пор модель разошлась тиражом в 260 тысяч экземпляров. Теперь же настало время для планового рестайлинга. С обновлением оформления передней части кузова C5 Aircross серьезно перекроили. Если прежде модель обладала характерной для Citroën двухъярусной передней оптикой, то теперь используется цельный блок фары без визуального разделения, которые смыкаются по центру на обрамленной хромом черной глянцевой эмблеме Citroën. Передний бампер стал выглядеть визуально шире из-за новых сдвинутых к краям вертикальных прорезей и увеличенного центрального воздухозаборника. Сзади перемен меньше. Очертания фар не изменились, но сами их корпуса получили иную форму с выступающими крыльями и новую светодиодную графику в шахматном порядке. Среди прочих изменений кроссовера можно отметить новые 18-дюймовые колесные диски и оттенок кузова Eclipse Blue. В салоне автомобиля появились измененные передние кресла с увеличенной на 15 мм толщиной адаптивного пенонаполнителя, а в дополнение к подогреву теперь предлагается встроенный массажер. В более дорогих комплектациях доступна новая обивка из алькантары и перфорированной кожи. Центральная консоль переработана ради установки более крупного 10-дюймового экрана мультимедийной системы вместо 8-дюймового. Вертикальные воздуховоды уступили место более низко расположенным горизонтальным. При этом отдельный сенсорный блок климат-контроля и консоль физических клавиш остались на месте, а в вещевой нише под ним появился дополнительный USB-порт. Также изменилась графика приборной панели и компоновка центральной консоли. Так, трансмиссионный селектор заменили миниатюрным переключателем и доработали пульт выбора режимов движения. Линейка силовых агрегатов прежняя. В Европе кроссовер предлагается с 1,5-литровым турбодизелем и 1,2-литровой бензиновой турбо-тройкой. Эти два агрегата развивают 130 лошадиных сил и работают в паре с 6-ступенчатой механикой либо 8-ступенчатым автоматом. А на вершине гаммы расположена плагин-гибридная версия на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора с совокупной отдачей в 225 лошадиных сил. Такой гибрид способен проехать до 60 км на электротяге. Обновленный C5 Aircross базируется на платформе EMP2. Его габариты не изменились. Длина кроссовера составляет 4,5 метра, а дорожный просвет 230 мм. В России дорестайлинговый Citroën C5 Aircross предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, работающей в паре с 6-ступенчатым автоматом, либо с 2-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. C5 Aircross в России стоит от 2 440 000 рублей до 2 970 000 рублей. За первые 3 квартала 2021 года в нашей стране было продано 218 кроссоверов. Как вы считаете, с обновлением Citroën C5 Aircross стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.